Готовы? Поехали! Крупнокалиберный переполох. Зенитная установка 23 мм ЗУ-23-2, история которой в миниатюре показывает парадоксы 20 века. Ее разрабатывали еще в 50-е годы, когда по опыту Великой Отечественной войны в Корее ожидали массированного применения авиации над полем боя. Массовое скорострельное орудие должно было прикрыть советские войска, но самолеты быстро стали реактивными. Обзавелись управляемыми ракетами, потом появились крылатые ракеты. Но большая война с авиацией так и не случилась. И «Зушка» могла бы доживать свой век среди реликтов холодной войны, но начались локальные конфликты. И там эта установка показала себя во всей красе. Как полевое орудие, легкая, быстрая, мобильная, универсальная установка охраняла колонны войск, использовалась как орудие поддержки пехоты в горах и в городах. Для противотанковой обороны и многого другого. Почти сразу же появились установки «Зушки» на грузовиках, которые в Афганистане назвали «Шайтан-Арба», то бишь «адская повозка». А в странах третьего мира и ставят даже на пикапы. Самые распространенные снаряды – это бронебойно-зажигательные и осколочно-фугасные. Первые создают облако осколков, которые пробивают броню, даже бронированные штурмовики и вертолеты не выдерживают прямого попадания. Бронебойный же не оставляет авиации никакого шанса, если попадает. Легкая наземная техника тоже уязвима для огня «Зушки». Осколочные снаряды сносят все навесное оборудование, заклинивают башни, а бронебойные завершают дело. Даже танку такие зенитки могут создать крупные проблемы. Особенно в городских боях эта длинная очередь оставляет метровые проломы, причем зачастую в нескольких стенах подряд. 50 снарядов в коробе, но в скорострельной «Зушке» 1000 выстрелов в минуту на каждую авиационную пушку. Здесь их две, стало быть 2000 выстрелов в минуту. Но понятное дело, что короба по 50 снарядов, вот таких вот, они позволяют их быстро менять. Через эти два отверстия, которые расположены в нижней части установки, высыпаются звенья и гильзы от патронов ЗУ-23. Сегодня у меня только осколочно-зажигательные, вот с таким вот розовым носиком. Снимают вот эти стволы, когда они начинают перегреваться, потому что из них стрелять практически невозможно. Снимаем крышку автомата. Делаем следующее. Ствол, ясное дело, будет горячим, поэтому вот такой механизм предусмотрен здесь. Мы выбиваем, и ствол фактически у нас в руках. Мы его вытаскиваем, бросаем в ванну с маслом и ставим новый ствол. Все просто. Дубовые бревна. Вот такие. И фортификационное укрытие в виде шин, покрышек, вот этого песка, шлакоблоков и 35 бочек с водой. Все это ЗУ-23 предстоит сегодня уничтожить. Я нажму на гашетку и проверю сейчас дуб на прочность. Вы готовы? Я да. Сука, страшно. Немножко нужно ниже, по-моему, опустить. Вот так будет хорошо. Поехали.
и значительно ниже. Настройка, кстати, сбивается достаточно быстро. Сделаем вот так и еще в левую часть немножко. Вот так вот и вот так. Готовы? Поехали! Три, два, один. Боекомплект закончился. Отдача такая сильная, что вибрации такие, что и воняет жестко. Это порох, походу. Коллиматорный прицел с подсветкой для работы в сумерках и светофильтром для стрельбы по воздушным целям против солнца. И трехкратный оптический прицел для стрельбы по наземным целям. Да, как на модных автоматах с коллиматором и магнифайером. В итоге до 2,5 километров по дальности и до 1,5 по высоте, что ты способен обнаружить в небе и не только находится под угрозой. Зушка поворачивается на 360 градусов и способна это сделать фактически за 2 секунды. У нее два поворотных механизма. Первый по высоте, второй по азимуту. Тут, по сути, предусматриваются два положения, типа для точной стрельбы и для быстрой наводки. Но мне сложно это вам объяснить, потому что, наверное, здесь должен быть еще какой-то электропривод или еще что-то и так далее. Я сейчас нахожусь на месте стрелка, и здесь много различных вентилей, рычагов и так далее. И все это сложно представить, как работает. Но я расскажу вам все поподробнее. Правая педаль – это нажатие спускового механизма, и начинается стрельба. Левая нога отвечает за тормоз. Вот я кручу тут все, верчу в разные стороны. И если я зафиксировался на цели, я нажал стоп, чтобы отдача не носила взад-вперед стволы и меня не болтала. Я нажимаю стоп и пошел работать. Справа от меня находится рычаг, который отвечает за стопор поворота по азимуту. Мы его нажали и никуда не идем. Передо мной рычаг в данный момент находится на свободном управлении. То есть я спокойно поднимаю вверх, вниз. Как только я перевожу вниз, все. Никуда Зушка больше не двигается. Я могу работать, стрелять. Курс цели, дальность цели и скорость цели, все эти данные вводятся вот в этот вот огромный механический компьютер. По сути, он называется ЗАП-23, зенитный автоматический прицел. Нарубить дров при помощи Зушки очень легко и быстро. Я выпустил всего лишь 40 патронов, 40 пуль, можно сказать. И дерево просто в щепки. Люк, который я с гаубицы Д-30 разбивал, я его доразбил еще больше, потому что я под самый низ стрелял и бам-бам-бам. Что касательно шуток про короедов, так вот, видите, вот такая вот идеальная дыра здесь. Она с одной стороны есть, с другой стороны тоже. То есть, соответственно, накаты из бревен вам точно не помогут. Даже если их очень много. 22 дерева, и большая часть из них пробита насквозь. Вот видите, пуля такая раз, рикошетиком прошла. Здесь вот раз и вошла. Вот с этой стороны я вижу, что видимых повреждений как будто бы и нет. Хотя осколки, конечно, летели в разные стороны и чуть коптер не сбили, честно говоря. Да, страшные, конечно, повреждения остаются здесь. Вот она, смотрите. Одна пуля остается, пробивает первое дерево, второе, третье получается. И в третьем дереве вот она застряла, смотрите. Вот она. Часть пули, ее зажигательный элемент, и вот что с ней происходит,
когда она попадает в дерево. Да, 3 дерева пробито, смотрите. Но 3-е дерево его задержало. Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Да, действительно, маньяк вот там, с ЗУ-23, у которого не так уж и много мозгов, но вода утекает, и мне это не нравится, поэтому я ведь это хотел оставить на десерт, но я расстреляю это прямо сейчас, вот сюда. Я высажу 100 пуль из ЗУ-23, 2 коробочка. Ну, это такое, скорострелочка получается, потому что, типа, 20 секунд и все дела. Заряжание происходит таким образом, вот здесь тросик такой в заведении, его нужно до конца довести. И вот у него свободный ход. И то же самое делаем со вторым. Поехали. И немножко ниже. Работаем. Ну и вонище. Вот как раз тот случай, когда дымятся стволы. Я не знаю, стоит ли это сейчас того, чтобы снимать их, но совершенно ясно одно. Внутри, в этой установке, как минимум 2 патрона еще не выстреленных. И, как правило, это делается таким образом. Я поднял зушку под 45 градусов. Нет, я даже больше поднял. У нее стоит самоликвидатор у патрона, у пули. Короче, она взорвется где-то в высоте. Вот так это делается. 3, 2, 1. Заговариваюсь, потому что это сложно. Это сложно херачить так. То есть такой нервный тик немножечко настигает в какой-то момент. Осколочно-фугасный зажигательный снаряд попадает в бочку, и, судя по всему, в ней происходит гидроудар. О том, как происходит гидроудар, вы можете посмотреть в другой программе, а в нашей программе вы можете посмотреть, что происходит с бочкой после попадания снарядов ЗУ-23. 50 снарядов в одном коробке, 50 во втором, то бишь 100 снарядов угодило в эту пирамидку из бочек. И с каждой почти бочкой произошел гидроудар. В нее попадает снаряд, и ее так разворачивает. Видите как? А осколочное действие вы можете посмотреть на примере вот этой бочки. Вы удивлены? Должно быть не менее, чем я, потому что я не думал, что настолько сильное большое облако. Я говорю медленно, потому что
в этих бочках была какая-то химоза. И если я начну сидеть к следующим выпускам, вы точно поймете, что здесь была какая-то химия. Вот, посмотрите. Попадание, пуля как будто бы разрывается в конце и сплошное облако осколочков. А с остальными что, посмотрите. Это тоже вздуло так, что просто, блин, бам-бам. 3, 4, 5 попаданий в одну бочку. Она пузатенькое решето. Вот в этих финальных бочечках часть пули, так сказать, осталась. А вот же она. Часть той самой пули ЗУ-23. И вот она тоже. Учитывая, что в третьей бочке остались некоторые пули от ЗУ-23, это кое-что доказывает. Доказывает, что за третьей бочкой спастись вполне себе можно было. Вот от такой вот пули. Эта самая зеленая бочка как раз и доказывает, что она стояла сзади, прям посерединке. И она полностью целая. Ну, за исключением одного маленького попадания осколочного. Но битва еще не закончена. Ведь у меня еще сзади есть целое фортификационное укрытие. Шлакоблоки, мешки с песком и покрышки. Что из этого сможет выдержать натиск ЗУ-23? Возможно, ничто. А может быть и выживет что-нибудь. Давайте-ка зеленую бочку вот эту вот мы поставим туда назад и посмотрим, выживет ли она во втором раунде против ЗУ-23. А теперь AC/DC! И еще разочек! У-ху! А, собственно, это все. И я ведь еще думал, блин, вот, например, идет война, и какой-нибудь самолет пикирует, его пытаются сбить. Изушка ведь херачит вверх, а снаряды потом падают вниз. И я подумал, а что там внизу происходит? Там ведь может быть гражданское население. И это хорошо, что если поставить даже под 45 градусов, то у него есть самоликвидатор этого патрона, и он взрывается наверху. И это хорошо, что вниз он не долетает. А вот здесь разразилась буря. Действительно, на слоумо это так и выглядит. Армагеддон настоящий. Огонь, клубы дыма, и вверх взмывают покрышки. Но факт остается фактом. Лишь последним патроном, который я дострельнул, я попал в эту бочку. Но она фактически цела, и это хороший факт. Но поверьте мне, если кто-нибудь не пожалеет патронов на вашу скромную, знаете ли, персону, то шансов будет крайне мало, потому что зарядит еще пару коробков, и здесь будет сплошной туннель.
О чем это я? О том, что если вдруг вам пригодится это видео, и вы его будете смотреть в окопах где-нибудь, закопайтесь поглубже, если по вам стреляет ЗУ-23. Хорошего всем вечера, оставайтесь на связи. С вами крупнокалиберный переполох. Дальше мы разнесем что-нибудь еще покрупнее. До скорого.